решила я поменять этот линолеум, потому что он уже был в использовании и он не идеален. Поэтому я его сейчас убираю, этот линолеум, и застилаю другой, который будет без горбиков, без ямочек. То есть в этом гнезде очень важно, чтобы линолеум был идеально ровный. И не только потому, чтобы яйцо хорошо скатилось, а еще для того, чтобы, когда нужно делать санитарную уборку, допустим, разбилось яйцо, вот я ходила, выбирала линолеум, чтобы он был просто идеально гладкий. Вот прямо как клеенка, чтобы не было никаких рельефных рисунков, таких, которые затечет туда желток, и его не выковыряешь, и когда будет плюс 30 жары летом, это будет ужасная вонь стоять возле гнезда. Поэтому вот я купила вот такой вот новый, без рельефного рисунка, четко ровный, и хочу его заменить. Прикреплен у меня этот линолеум был мебельным степлером. Вот мебельный степлер был прикреплен. И теперь я его должна сейчас отсюда вынять. Вырезан четко просто. Все, вот так вот буду сейчас вынимать.
закрепить. Ну вот и так получилось у меня, смотрите. Совсем другое дело. Идеально ровная поверхность. Вот. И теперь яйцо будет скатываться идеально. И в гнезде самое главное, чтобы в гнезде яйцо не задерживалось. Вот так. Все. Вот такая красота. Можно теперь опустить все шторки. Сразу скажу, что под... Молодец. Сразу скажу, перед тем, как я стелю новый линолеум, обязательно под линолеум я забрызгиваю, опудриваю от блошек, средством от блошек. Вот вы можете видеть на стеночках остаточки. И под линолеумом там полностью все обработано вот таким средством. Пудрой от блох. Это может быть любая пудра, какую найдете у себя в продаже. Обязательно обрабатываем под линолеумом, потому что это все будет дискомфорт для кур, и они не захотят нестись в эти гнезда. Если их там будет что-то беспокоить, что-то будет кусать, конечно же, курица туда нестись не пойдет. Обязательно я обрабатываю не менее раза в месяц какой-то пудрой или каким-то средством от блох. Потому что в любых гнездах, деревянные это, или же это солома, или же это обычные ящики, все равно блошка заводится в любых гнездах. Поэтому обработка должна быть гнезд регулярная, хотя бы раз в месяц, ну пусть в 2 месяца, но вы должны это все контролировать обязательно. Все, гнезда приняты. Сейчас будет первое яйцо на вот таких чистых гнездах. Самое важное, то, что я забыла вам сказать, обязательно, просто обязательно закрепить нужно линолеум. Вот так вот в конце, видите, саморез? Обязательно закрепить, потому что линолеум, как ни стели, но он может пойти волнами. А нам здесь волны вообще не нужны, и он может съехать. Обязательно нужно закрепить, чтобы он очень лежал хорошо на своем месте и никуда не съезжал. Я вам очень часто показывала, как курочка заходит в гнездо и начинает скребти лапами. И вот в этот момент он может сдвинуться. И точно так же здесь по углам. Вот тут вот обязательно линолеум нужно закрепить. Не только внизу, здесь в яйцеприемнике, но и в самом гнезде. Ой. Но и в самом гнезде тоже обязательно нужно его закрепить. Испугали курочку, а так бы сейчас было яйцо.
Вот это очень важный момент. Линолеум в гнездах нужно закрепить на саморезы. Потому что линолеум может пойти волнами и может сдвинуться. И тогда яйцо не скатится. И это гнездо не будет выполнять нам ту функцию, которую нам надо. Чтобы яйцо, которое снесла курочка, сразу же скатилось в яйцеприемник.